Вот, например, вот эта бадай, тут уже выковано ручную. Что там на площади видно? Брови видно? Как тебе, Мишка? Слушай, тут когти. Да, потому что не могли свести. Как лицензию получить на оружие, на охотничий билет, как там лицензию получить на регулирование численности хищников. Вы не будете биться с акулами, да, и вот эти все пиратские истории. Вот, фантастика на втором этаже. Вот нужен вам для того, чтобы вы могли в экстренной ситуации освободиться от каких-то элементов, да, препятствующих вашему всплытию. Ну что, ребята, мы приехали на выставку Киев, охота и рыбалка по Казахстану. Сейчас мы сделаем быстрый спидран по всей выставке. Погнали. Кулоны, брелки. Манки это туда, да? Да, манки туда. Это тоже ваша, да? Да. Не наша, а другая компания. У нас только вот ножи и сувениры. Угу. Очень много слышал про ваши ножи. Кто в детстве не наигрался? Есть кораблики для забросов приманок. Ребята приехали. Вот так компания называется. Здесь вот, не побоюсь этого слова сказать, произведение искусства. Манки. А материал манков из чего сделаны? Пластиковые все, да? Вот такие наборы. Бэкмания. Одежда для охоты. Чучела. Сумки. Сразу же нашего сайта, и самом деле это вот так вот. Здесь охотник может прописывать членство, сделать. Здесь как раз мы попали на объяснение, я так полагаю, это приложение для охоты, где можно взять путевку. Охотник может отметить количество той дичи, которую он добыл. Эта информация. Вот такая косточка тут есть. Меховые изделия. Унты из северного оленя. Шкурки, шубки. Господа с Китая привезли свою одежду. Приманки. Конопля готовая. Надеюсь, это приманка. Приманки, удочки. Люди общаются, договариваются. Товарищество завело ножики. Вот такие штуки здесь можно поглядеть, посмотреть. Сваровский.
Бинокли. Мне не успели. Валюс, помнишь, есть у нас ролик в этом в чате? Yesterday I'm almost legal junkie. Because of course. Что там на площади видно? Брови видно? Брови видно, Когда мы тебе такую дуру возьмем? лысину видно. Не знаю. А что это вообще за ружье? Это оптика или это ружье? Это ружье, если что, с оптикой. ружье с оптикой? Да, вот с такой вот. Классно. Девушка и оружие. А вон тут какого вообще? полуавтомат. Это полуавтомат. АР-система. Тоже посмотри в оптику. С ДТК закрытого типа. Ну почему маленький такой прицел? Слушай, там шкала прям есть. Да, ты прикинь. Там много еще чего интересного есть. Небо мы вчера уже прошли, спасибо. Человек. А как его вообще переносить? Как переносить? Он же огромный. На своем хрупком плече. Такие красавцы тут стоят. Сильный. Тоже все здесь есть информация. Стенд Абигат. Камчатский медведь и Наташа. Вот такой вот Мишка. Как тебе, Мишка? Слушай, тут когти. Прикинь, да? Какие когти? Наташа когти у медведя увидела. А тут проплешина какая-то. Съели его? Да, ну ты походу Вот такой вот медведь. Но он не похож Сейчас. на настоящий. Даже в камеру не ходит. О. Трофей Камчатки. Там мы просто вечером вчера, потому что не могли свести. Спасибо. Приманочки продают. Непутевые заметки. Для тех, кто сильно устал, можно зайти и отдохнуть. Бесплатные мастер-классы проходят. От тумана, от напряжения, в общем, от запотевания. Вот. Далее чистящие Ну, я так полагаю, что средства, product placement. для оптики. Шмотки. Нашли шмотки. Вот этот костюм мы на ВБ видели. Мне он так понравился, но размера моего нету. Именно вот окрас. Классный же цвет. Классный. Померь эту эску. Эска маленькая, я же вижу. Ну ты померяй. Давай куртку померяю. Можно, да, померить? Да, конечно. М-ки нету, да? Это эска, а там Элька. Она немножко больше мерит, поэтому смотрите. Честно. Ну, там маловато, по-моему. Ну, хотя, он не маловат. Че, маловат? Да. Там же все равно еще кофта будет. Плечи вроде да, но вот мне не нравятся рукава. Маленький. А так костюм классный. Что там, влага, ветер, да? Да. Благо ветер грязный. На рыбалку приехали, спокойно сидите. Вот, Ну, Кира, он чисто для рыбалки, да? в воду зашли. Нет, мотоциклисты берут девушки. М-м. А
обувь у вас для чего в основном? Походная, Трекинговая обувь, трекинговая? для рыбалки, мембранная. То есть вообще это тоже мембранная, трекинговая. То есть больше, конечно, такой туризм, активный отдых, городской стиль тоже. Ну, оно подходит вообще спокойно. Вы же магазин Сайга, да? Да, С севера приехали. да, с Павлодара мы приехали. Смотри, тоже флиска идет внутри. Прям комбинезон идет, классный. Шопинг. Наталья Сергеевна добралась до вещей. Ой, перестань, здесь что-то цены нету. Сколько он стоит? 244. Такой кожаный чехол. Ручной работы. Ты откуда он? Они из Монголии. Из Монголии, ребята. Да, это натуральная кожа. Это кожа як. Знаете, кожа як. Они Кожа очень яка, да? редкие, да? Они тоже из него сделаны, очень хорошие. Он продается или это выставочный аппарат? Не, это продается Что стоит? 100 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч. А внутри что? Какой материал? Вот. Сейчас покажу. Размером он 120. Угу. Это мех, да? Да, мех. Круто. И плюс вот это. А у вас этот, как его... Это вот я для оптики, да? С оптикой, чтобы было. А для гладких? Для гладких, ну, таких нет. Таких Один нет. остался, один забрали сегодня. Ну все. Все, ребят, кому интересно. Здравствуйте. Наш человек в Африке. Вот. Что расскажете про туры? В основном два направления — это ЮАР и Намибия. Для начинающих охотников это обязательно должно быть вот эти две страны, потому что туда не нужна прививка от желтой лихорадки, там нету малярии, там нету конго-крымской геморрагической лихорадки. Да. Но, Африка — это страшно. Да. Вот. Лоджии все комфортабельные, там сравнимые 4-5 звезд. 7 дней охоты, стандартный пакет у меня входит. От 7-10 дней получается. И в среднем, если с базово брать, кто первый раз хочет поехать, это $10 тысяч, вот там все. Перелет, проживание, питание, трансфер, охота, аренда оружия, первичная выделка трофеев, все там. Ребята, кому наскучили казахстанские охоты, вперед! Вот специально для Киева еще тоже хотел сказать, у нас вот такой спешл есть. 20 зверей, 7 дней охоты, 3500 евро, плюс здесь аренда оружия, трансфер и сервисы тоже включен. Здесь единственное, осталось только выкупить билеты, все. Вот. Все. И вот. Не опоздайте. Да. И вот для в ЮАР тоже есть в провинции Лимпопо, который много у всех на слуху. Вот у меня есть такой пакет для трофейной охоты уже там. И кто любит охоту на птиц, я разыгрываю две путевки в Африку. Завтра будет розыгрыш, получается, тоже участвуйте, приносите свои бейджи. Мы, наверное, не успеем видео. Да, близбок, бородавочник, бабуин, шакал и 3 дня охоты на птиц. А птицы какие? В основном гуси и дав, уже по-русски. Голуби, да. Вот голуби. Как охота в Аргентине. Там можно и 800, и 500 патронов за день стрелять. Кто хочет пострелять? Ага. Все, спасибо. Все, спасибо. Приятно было познакомиться. Про якутские ножи можете нам рассказать? Это довольно-таки древняя традиция у вас. Ну как это? Традиция, оружие, инструмент? Это инструмент наш древний, якутский. Это не является холодным орудием. Вот. В данный момент... Все это ручная работа? Да, чисто ручная работа. У нас компания называется «Байдамус», потому что это семейная компания. Мы уже 2008 года занимаемся именно ковкой ножов и сувениров, вот, изготовлением. То есть
Вот. А вы можете рассказать про историю якутского ножа? Про историю якутского ножа. Раньше у нас якутские ножи из суродутного этого материала делали, то есть из кричной железа. Вот. А потом сейчас в данный момент уже в Якутии очень много стали привозят именно для ножей. Вот. Х-12, 95, Х-18. Сейчас разнообразие ножей есть. Специализированные магазины, которые продают именно материалы для ножевиков. То есть у вас сейчас новые стали, Да. новые возможности? Да, именно. Очень много разновидностей ножей у нас издревле. Вот, например... Я вас, извиняюсь, перебью, я знаю, я изучал, я знаю, у вас идет 3 ножа. Один большой, средний и маленький. Да. Вот, например, вот это Бадай. Тут уже выковано вручную. Вот. Есть такие фрезерованные такие. Вот. Разнообразие. Обычно охотники берут так большой, средний и маленький ножик. Маленький ножик вот такой. Вот. Это стандартный охотничий этот набор, можно сказать. А вот это вот, я так полагаю, это кость... Это сахатой. Сахаты, да? Да. Не с мамонта? Нет, не с мамонта. Из мамонта у нас вот такие кулоны, брелки делаем. Вот такие. Красивые изделия. Все ножи есть документы о том, что это не холодные орудия. Вот. То есть, ребята, кто интересуется, если успеете, можете подойти. Зайти, посмотреть, как я делаю ножи. Да, вот мы, кстати, непосредственно с мастером разговаривали. Да. У нас на ножи пожизненная гарантия. Вот. Всегда участвовал на всех выставках по республике Саха-Якутии и по всей России. И постоянно первые места занимаю. Вот. А сколько вообще занимает производство одного ножа? Можно сказать так, я вот поштучно не делаю. Сразу очень много ножей, заготовки кую сперва. А потом уже термичка, обработка. И каждый в неделе 3 раза кую, как бы по 20 штук. И вот так в день как бы поштучно у меня не получается. По 10, по 20 штук я собираю в день. Все понятно. Все, спасибо вам большое. Ребята, мы нашли целый кладезь информации. Всем здравствуйте. Для молодых охотников, кто еще не знает, то это Владимир, основатель сообщества «Охотники КЗ», нашего всего казахстанского. То есть мы с Владимиром хотим обсудить, то есть для молодых охотников путь. То есть мы в этом году столкнулись с тем, что Наташа получала охотничий билет, и для нее это был мрак. То есть это все как бы есть, но нету структурированности. Поэтому вы, подписавшись на сообщество «Охотники КЗ», сможете найти все это структурированно. То есть, расскажи, Володь. Так, всем привет, ребят. Если вообще говорить тут глобально, в Казахстане, я, может быть, скажу сейчас, наверное, такие 2 большие площадки. Это Охотники КЗ и вот Прахан Табигат, может, вы знаете. Если все это объединить в единое, это получается полный комплекс в целом вообще для охотников. Потому что, вот, допустим, мы ведем больше такую информационную работу, мы освещаем различные события, которые происходят в сфере охоты, рыбалки, популяризация охоты, борьба с браконьерством, стараемся посещать какие-то мероприятия, вот, там, выезжаем, допустим, от сетей чистим, везде присоединяемся там к каким-то
антибраконьерским акциям, освещаем работу госорганов. Вот. Что касается, допустим, становления охотника, вот, у нас через ассоциацию Табигат можно вообще сейчас сделали удобно. В электронном виде, никуда не выезжая, проходишь обучение, сдаешь онлайн-экзамены и получаешь сертификат, также онлайн подаешь на охотничий билет, и все, Да, это никуда не выезжаешь. Да. Плюс сейчас сделали все упрощенно благодаря там нашему правительству поддержки, да, и вообще в целом общественности получение разрешительных документов на оружие. Тоже сейчас все просто. Вам нужно пройти обучение базовым навыкам обращения с оружием, получить справку, мы Динамо называем, да, какие-то базовые медицинские, 076-ю справку. Вот. Все это подается через электронный портал, 15 дней вы получаете разрешение. Там, ну, понятно, что могут быть какие-то нюансы, там, это уже зависит от жизнедеятельности человека, да, но 99,9% там все получают. То есть от желания до стать охотником проходит 30 дней с получением... Ну, да, месяц, да. Месяц получаем. Есть очень много обучающих видео там на наших каналах Охотники KZ. Даже мы сняли. Да, вот тем более. На каналах группы компаний Прохан тоже, как лицензию получить на оружие, на охотничий билет, как там лицензию получить на регулированное численность хищников. То есть все это есть. Ну и мы стараемся больше это развивать. Вот я сейчас говорил с нашими партнерами, это стрелковый клуб Хантер. Мы сделали такую фишку. По льготным условиям охотники могут приезжать на стенд и проходить программу физического обучения владения оружием. Допустим, человек выбрал себе, хочет полуавтоматическое оружие, пятизарядку, да, допустим. Он может приехать на стенд, ему дадут пятизарядку, вот, и он прям поучится ей пользоваться, предохранители, заряжать, разряжать, как стрелять по боковым мишеням, как там стрелять по имитации утки, как стрелять по имитации, допустим, бегущего там зайца, то есть, ну, вот такого формата. То есть, да, ребят, все это есть, да. Извини, я перевел. Да, ребят, вот мне тоже, тебе наверняка тоже пишут, а что за брат, что за ружье? Не от ружья зависит попадание, от навыков, правильно? Ну да, конечно. И учат. От навыков стрельбы и от опыта зависит вообще, насколько человек правильно будет попадать, правильно будет относиться к охоте. Потому что, ну, как бы, чем у человека качественные навыки стрельбы, тем меньше подранков, тем меньше искалеченной дичи. Вообще, почему мы, допустим, удовольствия от охоты. Да, почему мы пропагандируем там, чтобы люди ездили, учились стрелять? Почему мы пропагандируем, чтобы люди заводили собак? Кто-то думает, может быть, с собаками там, да, они заводят собак, потому что они хотят там настрелять больше дичи. Ребят, мы берем путевку, в которой есть 5 фазанов, то есть больше мы не имеем права по закону стрелять, да? Но я, допустим, часто вижу опыт, когда люди говорят, там, вот мы там стрельнули 15 фазанов. Ребята, сколько вы нашли из них? Из них нашли 5-7. То есть, а с собакой у тебя есть вариант, что тебе не нужно стрелять 15 фазанов, половину из них калечить, а ты находишь, ну, вот, грубо говоря, я охочусь, ну, за сезон бывает 2-3 из всех охот, 2-3 фазана ты не можешь найти, ну, как бы, бывает, что там, ну, или там утки, допустим, да, ну, это простые такие вещи, но у тебя 99,9% ты результативен, и не результативен для себя, а результативен для природы. Ты ее лишний раз не калечишь и как бы берешь нужное тебе. То есть, ну, вот такие. То же самое оружие. Хорошо стреляешь, мало мажешь, не делаешь подранков, классно. То есть, меньше расход боеприпасов. Ну и сейчас, да, ввиду стоимости боеприпасов, за расходом их тоже нужно следить. Сейчас все начинают грамотно стрелять, сильно патронами не разбрасываться. Ну, такая ситуация, что мы живем в период неопределенности, вот, привыкли уже, точнее, жить, поэтому приходится, раньше патроны были по 80, по 100 тенге, сейчас по 500, поэтому люди должны стрелять четче и метче. Расскажи, пожалуйста, о каких-то программах, которые у вас есть в Охотнике KZ для молодых охотников, как вот человеку, который захочет приобщиться к сообществу, как ему это сделать? Ну, если говорить вкратце, у нас в каждом из регионов Казахстана есть физическое сообщество, то есть 100-200 человек, которые занимаются организацией жизнедеятельности сообщества в регионе, да. Вот. Сейчас, конечно, там правила немного жестче, там берут там в группы людей только по рекомендациям принимают, но тем не менее у нас есть различные открытые турниры, различные клубные встречи, куда можно прийти, познакомиться. Вот, то есть за этим всем можно
посадить. Да, конечно, мы в социальных сетях все публикуем, проявить как бы свою там, адекватность и желание, да, потом как бы у нас проходят встречи, там различные коллективные охоты на фазана, на зайца, вот, мы, конечно, ребят приглашаем, ну, там, базово новички в качестве там помощников, чтобы сами поняли, узнали, потому что, ну, как бы, коллективная охота, коллективная охота — это плюс 1000 к ответственности, то есть, ну, это, как бы, это не в одного пойти поохотиться, это очень большая ответственность. Вот, мы, наверное, единственные в Казахстане, кто проводит в таком формате большие коллективные охоты, хотя это была очень большая традиция испокон веков, вот, мы ее стараемся поддерживать, и мы из года в год там и на Северный Казахстан ездим, в Астану охотимся и здесь, а в Алмате приглашаем различных своих друзей с регионов, здесь проводим охоты. То есть, ну, как бы, да. Многие думают, там, допустим, там, за коллективную охоту там много там выбивается. Ну, там мы один раз организовываем, что там 20-30 фазанов, там где-то там 10-15 зайцев. Который каждый человек выбивает поодиночке. Конечно. Ну, это вообще, ну, как бы, это такие мини-форумы, центры общения. Мы с друг другом знакомимся, общаемся, советуемся, делимся информацией. Также в социальных сетях стараемся делиться обучающей, постоянная информация про сроки, про различную экипировку, про изменение законодательства. Мы все просто освещаем, буквально там, не знаю, там 3-4 ресурса, на которые стоит подписаться, следить, и про охоту, рыбалку в Казахстане вы будете знать все. То есть, ну, как бы, вот вкратце про нас. Вот так, ребята. Вот. Так что, кому интересно, охотники КЗ, Владимир. Все, спасибо. Подписывайтесь, да. Сколько лет сообществу, я помню. С 2012 все началось, еще в эпоху форумов. В 2014-2015 году появились первые группы в WhatsApp, зарождался Instagram, ну и как бы мы вот идем. Но мы везде есть, мы там сейчас Telegram и все полностью везде, что потихоньку есть, и ТикТоки, в общем, стараемся. Так что, это ребят, уже несложно найти охотники КЗ. Да, это уже такой образ жизни. Все, спасибо вам тоже, развития. Благодарю, спасибо. Так, Сергей, наш эксперт по подводной охоте и фридайвингу. Мы сегодня на выставке КИОФ. Правильно же? Правильно. Все. Я как человек интересующийся, но еще пока не перешедший на эту стезю подводной охоты, буду сейчас у Сергея все спрашивать, что интересно мне. Думаю, вам будет тоже интересно. Поехали. Сергей, немножко о себе, о своем опыте. Ну, я увлекаюсь подводной охотой уже более 25 лет. И это хобби постепенно превратилось, ну, и уже как бы и в работу, можно сказать, и в бизнес, ну, вообще в образ жизни. Вот, мне это близко, мне это интересно, и поэтому, как бы, столкнувшись там лет 15-20 назад с недостатком снаряжения, с недостатком какой-то грамотной консультации, того же Ютуба тогда толком не было, то есть все начиналось. И мы, как бы, набивая шишки, вот, приобретали этот опыт, подбирали снаряжение. И было принято решение, что раз я столкнулся с такой проблемой, значит, наверное, и другие ребята испытывают такие же проблемы в подборе снаряжения, да, приобретении каких-то навыков. И мы решили открыть магазинчик, как-то потихоньку начали, потом решили развиваться, прошли курсы обучения дайвингу, фридайвингу, подводной охоте в Российской Федерации. Вот, уезжали, там жили 2 месяца. И потихоньку начали делиться своим опытом с друзьями и подбирать снаряжение. Мне это близко, и основной посыл при подборе снаряжения — это чтобы было в первую очередь безопасно, второе — удобно, как говорится, чтобы костюмчик сидел, и третье — чтобы при правильном подборе снаряжения и, так скажем, хорошего, правильного качества для тех условий, где вы собираетесь охотиться, человек, соответственно, получает другие эмоции и другое удовольствие от процесса. Вот. Мы это на себе прочувствовали все, и поэтому вот, решили, ну, так скажем, наша миссия двигать это. Хорошо, все понятно. А вот, допустим, есть люди, которые такие же, как я, колеблющиеся.
ну, как бы познавать на собственных ошибках, это довольно-таки, наверное, глупо. Наверное, и да. опасно. Ну, я бы в свое время, как говорится, полцарства отдал бы, если бы кто-то дал мне, так скажем, концентрированно, достаточно оперативно, быстро эти знания. Сейчас такая возможность появилась. То есть вы можете прийти к нам на курсы, либо есть еще в Казахстане организаций, их не так много, но они есть в Алматы, они есть в Актау, вот, это в некоторых городах. И у нас есть клуб, то есть там это входит теоретическая часть и практическая часть бассейна. И вы оттуда выходите уже подготовлены к тем трудностям и имеете алгоритм решения каких-то ситуаций, которые могут возникнуть в процессе той же подводной охоты или дайвинга, или фридайвинга. Вот. Поэтому это дорогого стоит, потому что в противном случае вам либо нужен товарищ сенсей, с которым вы там ездите, охотитесь. Ну, он не каждый тоже хочет возиться с новичком. Он вроде, даже если вы друзья, он такой, кончится обычно тем, что так, вот, на, ты плыви туда, я плыву туда. То есть, а здесь вам, ну, образно говоря, разжевывают, контролируют, разжевалось у вас или нет. И после этого обязательно сдается экзамен и выдается сертификат. И вы себя чувствуете намного увереннее. И тот путь, который вот, начинал я, мы проходили годами, набивали шишки, но вы там за 2-3 недели как бы, все это минуете. И уже совершенно другие эмоции и другие ощущения безопасности в первую очередь. Потому что, ну, есть, как и в любом деле, нюансы, как бы вода это не свойственная нам среда, мы в ней не живем. Поэтому там есть свои правила, законы, и, так скажем, соблюдая их, вы наслаждаетесь процессом и знаете, что с вами ничего не случится. В противном же случае очень много случаев, ну, каких-то не очень интересных. В цифрах по случаю? Ну, примерно за год есть какая-то статистика? Это мы просто предостережем тех, ну, кто... на самом деле такой какой-то строгой статистики нет, и никто вам, наверное, ее не даст. Ну, так скажем, в среднем мы, опять же, не первая инстанция, да, мы не можем ситуацию по всему Казахстану обсудить. Но с учетом вот нашего общения, да, полученной информации, я думаю, что не менее 2-3 охотников ежегодно погибают. Иногда больше, иногда меньше. Я думаю, ребят, жизнь стоит дешевле. Точнее, по разным условиям. Это не считая, что приобретают какие-то, может быть, травмы, да, где-то потеря какого-то здоровья и самострелы, все это бывает, все это в ресурсах есть, но на самом деле это страшно. Это всего можно избежать. Коротко о цифрах, плюс-минус, чтобы не знающий человек, который интересуется, он понимал, сколько ему нужно. Это, вот, допустим, получить сертификат тот же, сходить на обучение. Ну, смотрите, по обучению здесь есть два пути. Если у вас есть действительно опытный, хороший охотник, товарищ, то самое лучшее бесплатно, ну, не знаю, или как вы там ему чаем напоите, да? Ну, нужно съездить несколько раз с ним. И нужно его вот так вот за рукавчик. А вот это объясню, это расскажи. Вот. И второй путь, можно прийти на курсы. Стоит курс фридайвинга базового на 100 тысяч, куда входит 5 теоретических занятий и минимум 6 часов занятий в бассейне. То есть мы ставим основную технику. А далее вы можете развиваться, проходить второй левел, там третий. И в целом, помимо уже основных базовых навыков и безопасности, вы просто себя прокачиваете. То есть у нас девочки и мальчики, вот, кто прошел третий левел, они его проходят уже только на открытой воде. То есть или наши водоемы летом, или мы ездим там, допустим, на Дахаб, или еще куда-то там на Мальдивы. В среднем ныряют 20-30 метров. Практически все студенты, так скажем, на 80%. Вот мы получаем, ну, при прохождении получаем сертификат. Он действительно зарубежный? Да, конечно. Он международного образца. То есть мы обучаем по системе НДЛ. Она работает по всему миру. Она входит в 19 организаций, если это касательно дайвинга, и в основные там 6 организаций международных по фридайвингу. То есть что это дает? Вам там выдадут оборудование. Самое главное, наличие сертификата дает понимание той стороне, которая вас встречает, будь то дайв-гид или инструктор по фридайвингу какой-то, или что вы будете друг друга понимать на одном языке, что вы знаете знаки, что вы знаете алгоритмы поведения под водой.
все нормативы и так далее. То есть, будучи вы приехали, у вас группа там, один с Парагвая, третий с Африки, четвертый с США, пятый с Германии, и вы с Казахстана, вас могут ставить в одну группу, понимая, что наличие вот этого сертификата обеспечит, что вы, пусть в разных системах, получили там на 98% одни и те же навыки и знания. И человек за вас спокойный, вы как бы уверенно себя чувствуете. Теперь давайте вот нормально жизнеспособный, как сказать, проект, ну не проект, а оборудование, которое у нас, ну, скажем, здесь у нас в Казахстане пригодится начинающим охотникам, фридайверам. Ну, смотрите, фридайвинг и охота немножко разные, я понимаю, в целом близко. Ну, давайте, наверное, больше остановимся на охотниках. Ну да, потому что, у нас в принципе, охотник может и фридайвить, если он уберет в сторону ружье, там, пукан и так далее. Вот все, он в принципе, фридайвит. Ну, можно, если языком цифр, вот как раз у нас есть комплект, если это немножко устаревшая информация, но грубо от 250 тысяч вы можете стартануть. Что это вам даст? Это даст вот эти минимальные 10 наименований, которые вам нужны для того, чтобы полноценно заняться подводной охотой. В нашем регионе, так скажем, вот юг Казахстана, да, будь то середина, то есть это реки, водохранилища, озера. Для этих условий мы, исходя из опыта своего, исходя из запросов ребят-охотников, создали вот такой комплект. Что туда входит? Естественно, гидрокостюм толщиной либо 5, либо 7 миллиметров. Это зависит от температуры, да, воды. То есть более толстый костюм и неопрен позволяет вам охотиться в более холодных условиях. Ну, предположим, пятерочка, вы все лето охотитесь, замечательно, а ранней весной или поздней осенью вам уже будет достаточно холодно. Вы сможете погружаться, вы сможете охотиться, но небольшое время. Более толстый костюм вам позволит там те же 2-3 часа находиться в воде и не мерзнуть. Вот. А также это неопреновые носочки, перчатки нужной вам толщины, опять же, в зависимости там 5-7, ласты, трубка и маска. Это так называемый комплект номер 1. То есть, что такое комплект номер 1? Трубка, маска и ласты вам позволяют, в принципе, без гидрокостюма погружаться везде. То есть, будь это даже не охота, а просто какой-то снорклинг в каком-то интересном озере теплом, да, у нас летом. Или в Египет вы поедете, хоть куда. Что вы одели масочку, трубочку, ласты и поплыли наслаждаться подводным миром. Поэтому он так называется. И, соответственно, далее идет ружье и грузовой пояс. Он нужен для чего? Любой гидрокостюм, он сделан из неопрена. Неопрен — это, если совсем упростить, это вспененная резина, в которой микро-микро такие пузырьки воздуха. Соответственно, это обеспечивает ему очень большую положительную плавучесть. То есть, одевая костюм и не применяя какие-то груза, вы просто не сможете нырнуть. Постоянно как поплавок будем всплывать. Да, вы будете как поплавок на поверхности. Поэтому применяются груза. Единственное, они в комплект не входят, приобретаются отдельно. Почему? Потому что один охотник может весить 60 килограмм, а второй 100. Соответственно, им нужно разное количество грузов. И также костюмы. Кто-то ныряет в троечке, да, там в июле на Балхаше, а кто-то в девятке, там, условно, в Петропавловске в ноябре. Поэтому им, соответственно, нужно разное количество грузов. Вот. А так еще помимо этого, это кукан, приспособление, куда вы будете вешать добытую вами рыбу. Да. Она крепится также на пояс. Ну и, собственно, остается у нас один элемент снаряжения, очень недооцененный многими охотниками. Это подводный нож. Для чего он нужен? Сразу давайте иллюзии отбросим. Вы не будете биться с акулами, да, и вот эти все пиратские истории. Вот, фантастика на втором этаже. Он нужен вам для того, чтобы вы могли в экстренной ситуации освободиться от каких-то элементов, да, препятствующих вашему всплытию или движению. Это, да, совершенно верно. Сети, на самом деле, к сожалению, это не только сети, это переметы, самоловы. Поверьте, у нас настолько наши браконьеры изощрены в этом. То есть там бывает вот с такой палец леска или веревка, вот с такими крючками, и вы, бывает, зачастую его не заметив, он там за спину вам может зацепиться и так далее. Для этого вам нужен нож, чтобы вы могли обрезать и, допустим, продолжить движение или безопасно всплыть. То он может, и дай бог, чтобы он вам вообще не понадобился,
Вот. Но бывает 1000 раз он вам не понадобился, а в 1001 он спас вам жизнь. Поэтому это очень важный элемент. Вот чисто от меня такой этот вопрос. Я как бы интересовался этой темой. И есть много разных мнений. Это пневматика, либо как он, арбалет, да, по-моему? Да, да, либо арбалет. Что будет лучше? Смотрите, касаясь нашего региона. Это к вопросу, а вам, говорит, кто больше нравится, брюнетки или блондинки? Вот здесь примерно то же самое. И те прекрасные женщины, говорит, да? И эти оружия тоже по-своему прекрасны. Их отличие – это условия охоты. В нашем регионе, так скажем, вот, опять же, речки, озера, да, все-таки предпочтительнее пневматическое ружье. Почему? Оно маневренное. При меньшем размере оно обладает большей мощностью. И процесс заряжания достаточно простой. Но при этом арбалет – это прекрасный тоже выбор, но он больше подходит для каких-то открытых водоемов, где нет растительности, где трава там или что-то не препятствует маневренности. Вот. И они обеспечивают более точную, тихую и дальнюю стрельбу на расстоянии. Вот. То есть это море, Каспий может быть, какие-то моря, океаны и так далее. Есть поклонники арбалетов, есть только пневматов, но в плане практичности все-таки у нас, ну так скажем, на 80% в Казахстане применяются пневматические ружья. От длины самих ружей, ну, за исключением арбалетов, у них чем длиннее резинка, наверное, тем больше выстрел дальний. Нет, смотрите, пневматические ружья, любое ружье, в общем-то, в том числе и пневматическое, его мощность будет зависеть от закачки, сколько атмосфер вы закачаете, и от длины ружья. Для того, чтобы было, чем длиннее ружье, тем больше разгон гарпуна. Все-таки есть разница, да? Просто, да, физика. Но, опять же, вы пневматическое ружье можете посильнее накачать, где-то в травке, там, в камыше полазить и с какой-то небольшой дистанции, 1-2 метра, взять, ну, большую рыбу, так знаю, амура, там, на 15-20 килограмм. Вы его пробьете. В случае же с арбалетом вам нужна однозначно большая длина. Если того же амурчика мы хотим на 15 килограмм пробить, нам нужен арбалет, ну, минимум 1,10 метра, может, 1,5 метра длиной. При этом на него надо 2-3 тяги повесить или там роллер. И, соответственно, вы уже в камыше, вам будет некомфортно. Где-то вы сбоку увидели рыбу. Вот представьте, у вас вот такая палка, там, 1,5 метра. Вот рыба у вас под правую руку, вам надо что-то изощриться, вот эту вот палку развернуть и стрельнуть. А у вас тут травка какая-то, да, камыш. Поэтому более практичный пневматический. Но, опять же, навык заряжания, даже если у нас идеально точен, с закрытыми глазами, в любом случае на манипуляции с заряжанием арбалета у вас уйдет в разы больше времени, чем на зарядку пневмата. Поэтому, как бы, а так арбалет прекрасное ружье. Я люблю охотиться как с теми, так с теми. Если мы охотимся в нашем регионе, однозначно пневматическое ружье. Если я еду на моря, там в той же Актау, там в Таиланд, куда угодно, там Мальдивы, где морская охота, я уже, конечно, беру большие арбалеты. То есть там пневматическое ружье не дает такого эффекта. Там разгон резины, но ружье немножко другое. Ребят, ну, кому было интересно, ставьте лайки. Попрошайка лайков. Вот наш знак, кстати. Это имитация головы с трубкой. Да? Знак Dive Drive, да. Можно новый сделать смайлик. А подробнее можно будет узнать на сайте Подвохи KZ. Подвохи KZ. Я думаю, можно будет... Одноименный Инстаграм у нас тоже. Есть Инстаграм, и можно будет, если что-то вы не раскрыли в этом обзоре, вы можете позвонить по менеджеру, по указанному сайту, по указанному телефону на сайте. Смотрите, мы территориально находимся в Астане, но отправляем в любую точку Казахстана. У нас, и на самом деле, вот в чем прелесть нашей страны. У нас абсолютно разные условия природные и, соответственно, условия охоты. То есть, условно, у тебя есть шанс в ВКО стрельнуть хариуса или даже тайменя, да, какую-то диковинную рыбу. У тебя здесь на юге толстолобик, белый амур, там сом и так далее. Ты поехал на запад, ты можешь стрельнуть там, не знаю, судака, там кефальки покушать, да, и попал ты, допустим, там на север, ну, та же щука, линь, вот здесь ребята не знают, что такое линь, ну, что у нас его нет, да, и так далее. То есть, ну, очень это прикольно. И вот маленькая ремарка, в этом году у нас уже будет 10-й
Кубок Dive and Drive. Это, так скажем, соревнования по подводной охоте, которые мы проводим в Акмолинской области. На последних 2-3, так назовем это даже не соревнования, а фестиваль, были ребята с 13 областей Казахстана. И вот представьте, один у нас приехал сам с Актау, привез кефаль. Тот с юга приехал, с Актобе привез сазана. Отсюда ребята Змееголова И вот это мы собираемся, общаемся. То есть там в формате соревнований это полдня, а мы собираемся на 3. Это костерок, это гитара. Поэтому я к чему? Приезжайте, у нас неизменно вторые выходные сентября. Следите в Инстаграме, везде. Кубок Dive and Drive. Ничего не нужно. Хотите участвовать там, копеечка. Не хотите, просто приехали, отдохнули. Наслаждайтесь, общайтесь с единомышленниками. Ну, у нас там программа, можете посмотреть. Это уже долго рассказывать, но там весело, поверьте. Все? Все, рад знакомству. Взаимно. Все.